Здравствуйте, зрители моего канала. 7 апреля 2024 года известному австралийскому и новозеландскому актеру Расселу Кроу исполняется 60 лет. У меня в коллекции есть некоторое количество фильмов с его участием. И сегодня я хочу показать. Всего у меня в коллекции 14 фильмов с участием Рассела Кроу. А здесь мы можем видеть Рассела Кроу в образе гладиатора из фильма «Гладиатор», который снял режиссер Ридли Скотт. Начинал Рассел Кроу сниматься в Австралии, где он не родился. Родился он в Новой Зеландии, но в раннем возрасте с семьей переехал в Австралию. И первые фильмы, в которых он снялся, были австралийские. А начать я хочу уже его с голливудской карьеры. И первый его фильм в голливудской карьере — это фильм режиссера Сэма Рейми «Быстрый и мертвый». В этой картине помимо Рассела Кроу снялись также Шерон Стоун, Джин Хэкман и Леонардо Ди Каприо. Интересно, что Леонардо Ди Каприо не хватало бюджета, поэтому Шерон Стоун заплатила за участие Леонардо Ди Каприо в данном фильме. Также Рассел Кроу очень благодарит Шерон Стоун, потому что она позволила ему сняться в этом фильме. Такая вот картина. Это вестерн. Далее переходим к следующему фильму. И это фильм, конечно же, «Гладиатор». Фильм Ридли Скотта с Расселом Кроу. Известная картина. Техничка. Это единственный издававшийся в России диджибук. Здесь два диска. Первый диск, второй диск. А внутри рассказывается о самом фильме, о его съемках. Есть фотографии небольшие со съемок данной картины и самого фильма. И за данную картину Рассел Кроу получил Оскар. Такое вот издание. Идем далее. И следующее кино, которое у меня есть в коллекции, и единственный DVD в сегодняшнем видео, это фильм с Расселом Кроу «Игры разума». Он вышел на следующий год после данной картины. Вот видим «Игры разума». За данное кино Рассел Кроу также был номинирован на Оскар. Данная картина, к слову, выиграла Оскар за лучший фильм. И что интересно, что Рассел Кроу 3 года подряд был номинирован на Оскар за лучшего актера. Но выиграл, правда, только один раз за фильм «Гладиатор». Фильм «Игры разума». Снял данную картину «Игры разума» также известный режиссер Рон Ховард. Идем далее. И тоже известный фильм режиссера Питера Уира с Расселом Кроу «Хозяин морей на краю земли». Фильм, понятно из названия, на морскую тематику, на тему моря. Но к данной картине немножко не повезло выйти во время того, как вышел фильм «Пираты Карибского моря». Поэтому картина немножко не добрала того, что могла.
Далее, следующая картина Ридли Скотта. Это фильм «Хороший год», где с Расселом Кроу снялась Марион Котийяр. Второй фильм Ридли Скотта с Расселом Кроу по книге романа Питера Мейла, который был соседом Ридли Скотта по поместью, и который предложил идею книги, а Ридли Скотт снял по ней потом фильм. Далее, еще одна картина Ридли Скотта, на сей раз с Дензелом Вашингтоном, с другим обладателем премии «Оскар» снялся Рассел Кроу. В оригинале фильм называется «Американский гангстер», но в российском прокате он получил более короткое название «Просто гангстер». Непонятно из названия, здесь у нас на тему гангстеров, на тему криминала. Идем далее. И опять фильм Ридли Скотта. И это второй фильм Рассела Кроу с Леонардо Ди Каприо. Картина «Совокупность лжи». Это у нас криминальный триллер, в котором снялись два этих известных актера. Далее картина Кевина Макдональда, режиссера фильма «Последний король Шотландии», и картина «Большая игра». Вместе с Расселом Кроу здесь снялись Бен Аффлек, Рэйчел МакАдамс, Хелен Миррен. Это тоже криминальный триллер с данным актером. И, наконец, последний фильм с Ридли Скотта с Расселом Кроу. Фильм «Робин Гуд». Вместе с Расселом Кроу здесь снималась Кейт Бланшетт. Это очередная интерпретация истории про Робина Гуда, на сей раз от Ридли Скотта. Картина, конечно, не добрала в прокате, и, возможно, из-за этого и других факторов больше у Ридли Скотта Рассел Кроу не снимался после данной картины. Идем далее. И следующее кино — это мюзикл, в котором снялся Рассел Кроу. Это «Отверженные» по мотивам романа Виктора Гюго и на основе одноименного мюзикла по данной книге. Режиссер данной картины Том Хупер. И в ней снялись помимо Рассела Кроу Хью Джекман, Энн Хэтэуэй, Аманда Сейфрид, Эдди Редмейн, Хелена Бонем Картер и Саша Барон Коэн. И данной картины мы можем видеть, выиграла 3 премии «Оскар», в том числе Энн Хэтэуэй получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль. Фильм «Отверженные». Следующее кино. И это картина Зака Снайдера «Человек из стали», в которой Рассел Кроу сыграл роль отца Супермена, настоящего отца. Открываем, и здесь мы можем видеть как раз Рассела Кроу в данной роли и другие 2 карточки. Конечно, здесь главную роль играет Генри Кавилл. Также снялись Эми Адамс, Майкл Шеннон, Кевин Костнер, Дайан Лейн и Лоуренс Фишборн. Следующая картина и фильм Даррена Аронофски,
Ной. В заглавной роли, конечно же, Рассел Кроу. Также здесь видим сыграла Эмма Уотсон в данной картине. Также Дженнифер Коннелли, Энтони Хопкинс, Логан Лерман. Такая вот картина. Далее фильм Шейна Блэка, где вместе с Расселом Кроу снялся Райан Гослинг. Это веселая такая криминальная комедия с данными актерами. В прокате она не добрала, но сам по себе фильм интересный. Смотрел его несколько раз. А Шейн Блэк снимал «Железного человека 3», а также некоторые другие фильмы, в том числе «Последнего хищника», который является перезапуском. Картина «Славные парни». И, наконец, последний фильм с Расселом Кроу, который у меня есть, это картина «Мумия», где главную роль сыграл Том Круз. Двухдисковое издание, и которая провалилась в прокате и по зрительским отзывам, и поэтому похоронила за собой и попытки запуска темной вселенной Universal. И это было последнее кино из тех, что выходили с участием Рассела Кроу, который у меня есть. А на этом данное видео все. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. Надеюсь, вам понравилось. Пока.